Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте заглянем в его сердце, посмотрим, что нас там ждет. Сделаем на 2 позиции. Пока можно загадывать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать с единичек. Двоечек пока уберем. Так, посмотрим сигнификацию вашего мужчины. Так, ну уже видно по своей сигнификации очень хороший манипулятор. Да, доверяет чаще всего именно себе, да, своей интуиции. То, как он считает нужным, то он по сути и делает. Умеет хорошо зарабатывать, не особо нуждается в каких-то деньгах, скорее нуждается больше в женщине, в отношениях, да, потому что здесь видно, что мужчина долгое время бывает одинок, да, и в душе он очень одинок, в принципе. Все прошлые отношения, которые у него были, они, знаете, даже вот в сигнификации сразу показывают, все сошли на нет. И такое ощущение из-за его характера, потому что у него здесь очень такой, знаете, агрессивно жесткий такой характер, да, то есть очень многое он не приемлет и сразу, знаете, в штыки идет, как бы, и даже не хочет ничего по сути обсуждать. То есть на самом деле человек сам по себе он очень тяжелый, с которым очень тяжело как-то о чем-то договориться и что-то обсудить. Так, что же у него в мыслях? Давайте посмотрим. Ну, знаете, рад тому, что вы появились в его жизни, да, что наметились отношения, потому что он выходит из этого одиночества, да, но здесь есть, знаете, своя такая особая вещь, что данный мужчина не воспринимает все это всерьез, да, он либо не верит в серьезность намерений, либо, знаете, из-за прошлых отношений так часто его кидали, что он по сути не доверяет. Либо также, кстати, тоже из-за части его характера, да, потому что он в принципе считает, у него даже вот в мыслях есть, что женщина должна, знаете, быть больше подчиненной, нежели вот на равных. То есть это также не нравилось другим женщинам, с которыми он был, как бы до вас. Поэтому здесь как бы такая у нас ситуация получается. А так в мыслях, конечно, не могу пока сказать ничего плохого, но поймите, плохо, что не вышли вот чувства. Вот единственно, да, потому что да, он верит, что вы пришли не зря, но все равно относится легкомысленно. Это не очень хорошо. Так, что же на сердце? Ну, видите, тотальный контроль, да, не будет вас он отпускать, будет контролировать, с кем переписываетесь, с кем общаетесь, куда ходите и прочее, прочее. Будет подозревать, да, и насчет измены будет подозревать, да, и ревность очень сильная будет. И здесь, если честно, он даже это сейчас делает, да, просто это увеличится со временем. И здесь он, знаете, ну, пользование идет именно вашими чувствами, тем, что вы рядом с ним, да, потому что он просто насыщается вот этой любовью от вас, да, чувствами вашими. Сам же он, если честно, не особо все это дает, как бы, ну, помимо вас, да, должен быть все-таки момент, что и он вам должен дать, да, и вы ему, но чувства. И здесь он вам, к сожалению, не дает. То есть здесь больше идет именно контроля, каких-то манипуляций, что, в принципе, вы как бы женщина, и вы ему что-то должны. Понимаете? То есть он так считает, у него это на сердце. Не скажу, что большая любовь есть. Есть просто, знаете, влечение чувственное, да, небольшое. В основном, конечно, больше тело ваше ему нравится, да, то есть больше такая физическая связь есть.
Так, давайте посмотрим, как же он вас видит, да, рядом с собой. Знаете, пока никак. Вы для него совершенно новый этап. Он вас еще плохо знает, да, вижу, что отношения только начинаются, только, скажем так, познакомились, да, с этим человеком, не так долго знаете друг друга. И здесь попросту мужчина не знает, что от вас ожидать, да, пока еще слишком рано для этого, да, чтобы он как-то вас увидел. Единственное, что он видит, что вы достаточно веселый человек, да, что вы, знаете, не особо воспринимаете проблемы жизненные, да, и просто двигаетесь всегда вперед, да, несмотря ни на что, стараетесь быть оптимистом, вот так можно выразиться, да, вот это он, конечно, пока видит. Так, давайте на ближайшее будущее его намерения посмотрим. Будут развиваться ваши отношения, будет первая стычка у вас с ним, да, несогласие тотальное, потому что вы захотите одно, а данный мужчина скажет: нет, ты что, мы так делать не будем, мы сделаем только, как я сказал. Да, вам это очень сильно не понравится, это, конечно, переродится в такую, знаете, небольшую, но не очень такую приятную ситуацию, я бы даже сказал, ссору, да, такую небольшую. Поэтому здесь, конечно, это ожидайте. И что конкретно будет делать он, да, что вот по его намерению. Здесь все будет достаточно рутинно, да, то есть будут, конечно, и цветы красивые, да, и приглашения на свидание, но как бы большего пока нет. Еще скорее, знаете, рано, карты говорят, спрашивать даже о таком, да, потому что отношения только начались, и все вот идет, знаете, вот медленно, но верно, скажем так. Есть очень сильная надежда, да, у данного мужчины, что вы останетесь с ним надолго, да, но вот отношения, конечно, данные играют больше в одну сторону, что вы ему даете, да, он это принимает. И не идет, как бы, что и он вам дает, и вы ему. Поэтому здесь вам конкретно будет, конечно, тяжело в этих отношениях. Но зато вы можете здесь смело, конечно, отпустить контроль, потому что мужчина за вас его весь, такое ощущение, возьмет. Он уже это делает. Так, давайте скрытые страхи его посмотрим. Знаете, есть в нем такая неуверенность в себе, да, при всем его контроле, при всем его вот этих манипуляциях, да, при том, что он показывает на себе маску человека, который все знает, да, все понимает и все и все видит, да, тем не менее он очень многого боится и обо всем думает, да, не хочет оставаться один, не хочет больше, чтобы его бросали, да, то есть он себя чувствует на самом деле очень одиноко, понимаете. Здесь он, конечно, опасается, что вы попросту возьмете и уйдете. Ну, на самом деле, с таким его тяжелым поведением, да, очень нелегко вынести такого человека. Поэтому, конечно, в опасениях у него в основном все именно за себя любимого, скажем так, чтобы как бы не кинули попросту. Так, давайте будущее посмотрим. Ну, в ближайшем будущем, видите, тут свидание, да, то есть очень такой милый период, с цветочками, с конфетками, да, с выпивкой, все как полагается, можно так сказать, да, но вы будете видеть вот эту его черту действительно такого бойца, скажем так, да, который при этом еще думает в основном только о себе, да, не привык он давать чувства, в частности, своему партнеру. Поэтому здесь, конечно, в будущем вы будете замечать его эту сторону, она вам не особо, конечно, понравится, но почему-то вы с ней хотите мириться, да, то есть, ну, понравился человек. Совет.
Знаете, интересный совет. Не давайте повода усомниться в себе. Да, потому что если мужчина, знаете, начнет в вас сомневаться, что вы, например, пойдете с каким-то другим мужчиной куда-либо, да, ревность заиграет, реакция может быть очень сильной, да, я вам так скажу. Если этого не делать, да, если не давать ему повода, то, конечно, он будет таким, знаете, вашим принцем-защитником, да, со своими проблемами, да, как бы, да, с этим своим прибабахом полного тотального контроля, но, тем не менее, вы хотя бы себя будете чувствовать под защитой, да, как в клетке, да, но все-таки под защитой, хотя бы к вам никто не проберется, если судить вот оптимистично, скажем так. Поэтому по совету, вижу, хотите действительно с ним отношений, попробуйте, да, то есть здесь Вселенная не говорит, что прям что-то такое сверхплохое. Действительно, попробуйте, не давайте усомниться, да, и, пожалуйста, то есть отношения будут развиваться достаточно рутинно, и в дальнейшем, когда вы будете узнавать уже друг друга, думаю, сможете больше понять и чувства, да, и больше понять, сможете ли вы с этим человеком действительно создать семью. Как видите, на начало отношений почему-то решила мало показать, да, именно про развитие и будущее ваших отношений. В основном, вот, конечно, такая вот у нас связочка получилась. Так, давайте к двоечкам переходить. Сейчас мы это все уберем. Так, двоечки. Смотрим у вас. Так, что у нас по сигнификации? Так. Ну, знаете, странный человек, очень двойственный, да, очень двойственный, при этом легкий, свободный. Сразу скажу, прямо на первой карте в сигнификации вышло, что у него есть пунктик на отношения, да, то есть он любитель скорее больше свободных отношений, любит общение с женщинами, с людьми, при этом щедрый, да, на деньги, то есть не привык забирать, больше отдавать. И здесь он действительно умиляется, знаете, больше, ну, женщинам, вот в любом понимании. Вот для него любая женщина красивая, да, она является вдохновением, да, он хочет с ними общаться, хочет проводить время, и, если честно, тут даже в сигнификации предупреждение, что данный мужчина способен на измены. Честно вам говорю, потому что вот, к сожалению или к счастью, вышла такая карта, да, предупреждение, что действительно со всем этим вдохновением он может оказаться как бы в постели с другой. Вот. При этом достаточно чувственный, да, умеет показывать свои чувства, эмоции, да, умеет действительно понимать хорошо женщин, в частности, да, то есть он так очень чувственный в этом плане. Ну, хороший психолог, еще можно так сказать, да, потому что он действительно все видит, все понимает и ощущает прежде всего. Что же у него в мыслях творится? Так, ну, вижу, тяжело ему даются отношения, потому что вижу, что вы, знаете, вплоть могло дойти до ультиматума, да, давно с ним знакомы, давно уже эти отношения, да, и вы, если честно, видите давно, что он с кем-то переписывается, и вам это не нравится. Здесь это стало уже тяжестью, да, почему-то для вас, говорят карты. А у него же, знаете, в мыслях, что он видит, что вам тяжело, опять же, да, и ему очень сильно не нравится вот этот ультиматум, который вы ему поставили, да, что, ну, наподобие либо я, либо как бы твои бабы. Вот так вот выражусь, да. То есть и он не знает, что с этим делать, у него все мысли об этом, не понимает, что он такого сделал неправильно, да, потому что он всю жизнь так жил. И поэтому не понимает, почему вот этот вот
ну, вот этот момент настал, да, не понимает, почему он вас обидел. Собственно, у него все мысли сейчас после вот этого ультиматума, после этой вашей ситуации, да, может быть, повздорили как-то, то есть, ну, здесь вот именно после данного происшествия. Что же на сердце? Опять же, очень сильная тяжесть. Занимает свою позицию, посмотрите, опять хочет другим женщинам, да. Если честно, даже спрашивал совета уже у других женщин, у его каких-то подружек, да, насчет вас, как ему поступить. Ну, скажу честно, они радуются и ликуют, что данный мужчина с вами повздорил, да, потому что здесь они, конечно, каждая хочет его заполучить. На самом деле мужчина, ну, опять же, на расхват, можно так сказать. То есть здесь то, что вы его ревнуете, ну, как бы правильно делаете, потому что он, конечно, поступает просто отвратительно, общаясь и советуясь с другими еще женщинами, они при этом как бы ликуют. Но, к сожалению, он решил все-таки на своем мнении настоять, да, он вас совершенно не хочет даже понять, да, и в принципе понимать. Поэтому здесь ситуация у нас как-то так выходит. Так, как он вас видит? Да, давайте посмотрим. Ну, знаете, видит очень красивый, страстный, сексуальный, можно сказать. Да, то есть здесь мужчина действительно вами вдохновляется, поэтому и согласился на отношения. Да, он так, кстати, не делал. В основном они были краткие, да. В основном он мало с кем переписывался, ну, часто, скажем так, но с вами прям что-то похожее действительно на отношения. И даже вы это чувствуете, что мужчина все-таки находится постоянно рядом с вами. Но на самом деле, правду мы с вами уже увидели, да, что он общается и с другими, да, и советуется с другими. Поэтому, к сожалению, здесь вот так вот у нас выходит. А образ у вас, конечно, судейский по большей степени, потому что вы его часто судите, часто говорите, что делать, что нет. А ему это не нравится, да, его это пугает, он человек свободный, он человек более такой легкомысленный по жизни, и здесь ему тяжело, но он пока не хочет вас отпускать, да, потому что вы все-таки женщина красивая, вдохновение, да, делаете ему еще и с характером, его это, конечно, подкупает достаточно сильно. Так, намерение на ближайшее время его. Будет перепалка у вас, еще одна, как раз таки по этой теме, снова, да, может быть, да, после этого расклада, скажем так, поскольку уже узнали, что он с другими женщинами общается, ну, решите его скорее, может, проверить, да. Дальше он, конечно, пустится во все тяжкие, честно вам скажу, потому что будет такой вот страстный элемент, возможно, измена, говорю как есть, да, будет очень сильная обида на вас, да, это, конечно, пошатнет все вообще уже отношения. Ну, на самом деле, они и так держатся очень, ну, так, на острие ножа, да, поэтому здесь, конечно, все может закончиться, честно вам скажу, потому что мужчина не выдержит, он, в принципе, слаб, и особенно после нового будущего разговора, да, ну, его это может просто уже окончательно свести с ума, да, и он как бы пустится во все тяжкое. Поэтому здесь не очень такая хорошая у нас ситуация. Так, скрытые страхи его давайте посмотрим. Ну, скрытый страх один, отсутствие свободы, да, то есть на самом деле, повторюсь, он мужчина, которому нужны свободные отношения, да, которому нужны другие женщины, которые любят гулять, которые любят куда-то уезжать один, да, то есть это все про него. А семейная жизнь, она как бы может быть, но в совершенно другом понимании, да, это не будет муж, который приходит там с работы, остается с вами, либо куда-то там зовет на свидание, это не про него, да, то есть здесь такая интересная действительно вещь, что мужчина очень боится потерять свою вот эту свободу, именно, ну, холостяцкую можно так назвать. И, к сожалению, вижу, что вы
совершенно другой человек, да, и это ваш как бы камень такой преткновения. Так, давайте посмотрим будущее, да, ближайшее. Ну, помимо этой ссоры, которая предстоит, да, про которую уже сказано, здесь будет элемент паузы в отношениях. При этом, честно вам скажу, они возобновятся. Да, то есть сразу карты говорят, после вот этой паузы, после того, как он погуляет где-то там, он к вам вернется. Здесь уже, конечно, выбор будет от вас, потому что зависеть, примете его обратно, не примете, да, но, честно вам скажу, есть риск, опять же, измены с его стороны, и дальше вам необходимо все-таки сделать выбор, да, потому что доказать вы, конечно, не сможете, изменял он или нет, это будет достаточно сложно, но как бы риск есть, поэтому подумайте, стоит ли его принимать обратно, стоит ли дальше с ним делать отношения, да, с этим мужчиной, не зная как бы всей правды. Поэтому здесь такая вот ситуация ждет вас в будущем. Именно выбор, понимаете. Совет. Ну, если честно, совет Вселенная дает тоже простой достаточно. Сделайте выбор, подумайте, взвесьте все за и против, да, и подумайте, либо оборвать отношения, либо попросту продолжать вот эту, ну, тягомотину, можно так назвать, да, потому что крепкой семьи с этим мужчиной в любом случае у нас с вами не будет, да, то есть, ну, просто вот наслаждаться его присутствием, да, потому что все-таки он понравился, есть и чувства, да, к этому мужчине, то есть, но без надежд на какую-то семью. И, опять же, зная, что он будет гулять, зная, что он будет с другими женщинами, да, то есть просто, по сути, разрешить ему свободные отношения. То есть, ну, здесь как бы выбор за вами, смотря что вы примете, да, смотря на что сможете пойти. Если не сможете, по совету нужно, конечно, выходить из данных отношений, забыть данного мужчину. Но если захотите продолжить, конечно, придется принять, скажем так, условия данного человека, да, его такой характер, его мировоззрение, что тоже будет достаточно тяжело. Но, опять же, выбор за вами, да, вы подумайте, пожалуйста, что Вселенная не дает конкретный совет, да, она тоже прекрасно понимает, и здесь именно вам предстоит просто сделать вот этот выбор, да, и он должен быть именно обдуманный, понимаете, поэтому здесь попросту вам поразмышлять. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Буду рад вашим лайкам. Пишите комменты. Не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу прежде всего пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.